о том, что зависит от нас и что не зависит от нас. Среди всех способностей вы не найдете ни одной другой, которая была бы в состоянии исследовать самое себя, стало быть, которая была бы в состоянии одобрять или не одобрять. В какой лишь мере обладает возможностью исследования способность к грамоте? Лишь в той, чтобы распознать буквы. А способность к музыке? Лишь в той, чтобы распознать музыкальный звук. Так исследует ли какая-нибудь из них самое себя? Отнюдь. Вот когда ты пишешь что-то другу, то какие буквы нужны, способность к грамоте скажет. А следует ли писать другу или не следует писать, способность к грамоте не скажет. Также и способность к музыке относительно музыкальных звуков. А следует ли петь сейчас и играть на кифаре, или не следует ни петь, ни играть на кифаре, она не скажет. Какая же способность скажет? Та, которая исследует и самое себя, и все остальное. А какая это? Способность разума. Только она одна получена нами, постигающей как самое себя, свою сущность, свои возможности, свою ценность, так и все остальные способности. В самом деле, что иное говорит, что золото прекрасно? Ведь само оно не говорит. Ясно, что это говорит способность пользоваться представлениями. Что иное различает способность к музыке, способность к грамоте, остальные способности, одобряет пользование ими и указывает своевременность. Ничто иное. Так вот, как и стоило того, боги сделали зависящим от нас только самое лучшее из всего и главенствующее – правильное пользование представлениями, а все остальное – независящим от нас. Потому ли, что они не хотели? Я думаю, что если бы они могли, они бы и все то представили в наше распоряжение. Но они никак не могли. В самом деле, поскольку мы находимся на Земле и связаны таким телом и таким окружающим обществом, как было бы возможно, чтобы мы в этом не испытывали препятствий со стороны всего того, что относится к внешнему миру? А что говорит Зевс? Эпиктет, если бы было возможно, я сделал бы и бренное тело твое, и бренное имущество свободным и неподвластным препятствием. Но в действительности, да не будет тебе неведомо, оно не есть твое, оно – брение, искусно замешанное. А поскольку этого я не мог, мы дали тебе некоторую часть нашу. Эту способность влечься и не влечься, стремиться и избегать, словом, способность пользоваться представлениями, заботясь о которой и полагая в которой все свое, ты никогда не будешь испытывать помех, никогда не будешь испытывать препятствий, не будешь стенать, не будешь жаловаться, не будешь льстить никому. Что же, разве этого, по-твоему, мало? Ни в коем случае. Так ты довольствуешься этим? Я молю богов об этом. Но в действительности, несмотря на то, что в нашей возможности заботиться только об одном и привязываться только к одному, мы предпочитаем заботиться о многом и быть привязанными ко многому, к телу, имуществу, брату, другу, чаду, рабу. И поскольку мы привязаны ко многому, то нас все это обременяет и отвлекает. Поэтому, если плыть невозможно, мы сидим, терзаясь и беспрестанно выглядываем. Какой дует ветер? Борей. Какое нам дело до него? Когда подует зефир? Когда будет угодно ему, милейший, или Эолу? Не тебя ведь Бог сделал распорядителем ветров, а Эола. Как же быть? Получше устраивать то, что зависит от нас, а всем остальным пользоваться так, как оно есть по своей природе. Как же оно есть по своей природе? Как хочет Бог. Значит, чтобы сейчас отрубили голову только мне? Что же, ты хотел бы, чтобы отрубили всем к твоему утешению?
Не хочешь ли ты подставить голову так, как какой-нибудь латеран в Риме, которого Нерон велел обезглавить? Он подставил голову, ему нанесли удар, и так как удар сам оказался слабым, он чуть сжался и снова подставил ее. А еще раньше, когда явился Эпафродит и стал расспрашивать его о причине столкновения, он ответил: «Если я захочу сказать, то я скажу твоему господину». Чем же следует руководствоваться в таких вещах? Да чем иным, как незнанием того, что мое и что не мое, что в моей возможности и что не в моей возможности. Я должен умереть. Так разве вместе с тем и стенать? Быть закованным. Разве вместе с тем и скорбеть? Быть изгнанным. Так разве кто-нибудь мешает мне вместе с тем смеяться, не паникать духом, благоденствовать? Открой тайну. Нет, это ведь зависит от меня. Но я закую тебя. Человек, что ты говоришь, меня? Ты закуешь мою ногу, а мою свободу воли и Зевс не может одолеть. Я брошу тебя в тюрьму. Бренное тело, я обезглавлю тебя. Когда же я говорил тебе, что только моя голова неотрубаема? Вот к чему следовало бы приучать себя занимающимся философией, вот о чем писать каждый день, вот в чем упражняться. Трассея говаривал: «По мне лучше казнь сегодня, чем изгнание завтра». Что же ему сказал Руф? «Если ты выбираешь это как более тяжелое, что за глупый выбор? А если как более легкое, кто тебе дал выбирать? Не хочешь ли ты приучать себя довольствоваться тем, что дано? Что ведь поэтому говорил Агриппин: «Сам я себе препятствий не создаю». Ему сообщают: «Тебя осудят в Сенате». Да будет судьба благосклонна. Однако уже 5 часов, а в этот час он по своему обыкновению упражнялся и затем обмывался холодной водой. «Пойдем поупражняемся». Когда он кончил упражняться, пришли и сказали ему: «Ты осужден». «На изгнание?» – спрашивает он. «Или на смерть?» «На изгнание». «А имущество что?» «Не изъято». «Позавтракаем, значит, в Ариции». Вот это и есть приучить себя к тому, к чему следует приучать себя. Сделать стремление и избегание неподвластным помехам и нетерпящим неудач. Я должен умереть. Если уже, я умираю. А если через некоторое время, сейчас я завтракаю, поскольку настал час завтрака. И вот тогда я умру. Как? Как подобает возвращающему чужое.